Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о бурых медведях. Что мы знаем о них? Топтыгин, мохнатый, бурый, косолапый, живет в лесу и спит всю зиму в берлоге. Сосет лапу и очень любит мед. Даже по имени-отчеству его величали. Называли Михаилом Ивановичем или Михаилом Потапычем. Такое почтение не случайно. Люди очень боялись медведей, а для других это просто герой сказок или мультфильмов, а для ученых его официально называют обыкновенным. Кто-то скажет, какой же он обыкновенный? Бурый медведь — это настоящий гигант дикой природы, хозяин тайги. Но только ли в тайге он живет? Чем питается? Когда весной просыпается? Да еще много интересного хотелось бы узнать о буром медведе. Вот поэтому здесь и сейчас мы поговорим о нем поподробнее. Заглянем в берлогу, узнаем, почему даже волки обходят его стороной. И разберемся, как этот хищник умудряется выживать там, где другие сдаются. Поехали! Палеонтологи говорят, что эволюция бурого медведя началась около 25 миллионов лет назад с появления в Евразии урсавуса, небольшого млекопитающего. Этот предок вел преимущественно древесный образ жизни и был всеядным. Около 5 миллионов лет назад выделился род Урсус, ставший основой для большинства современных видов медведей. В него входил этрусский медведь. Он считается отцом почти всех современных медведей рода Урсус. Медведь Дейнингера – крупный хищник, ставший переходным звеном к пещерным медведям. Но и пещерный медведь – растительноядный гигант ледникового периода с характерным выпуклым лбом. Все эти виды не пережили ледниковый период, но бурый медведь оказался более жизнеспособным видом благодаря универсальности в питании, в то время как, например, пещерный медведь был специализированным вегетарианцем и вымер при изменении ландшафтов. Вообще, современный бурый медведь закрепился как вид благодаря способности адаптироваться к самым разным климатическим зонам, от засушливых полупустынь до высокогорий и густой тайги. Его физиология позволяет накапливать жир и замедлять метаболизм во время зимнего сна. Именно это умение помогло ему выжить и освоить суровые северные широты. И на данный момент вид представлен несколькими подвидами, на которые мы сейчас и посмотрим. И начнем мы с самого знакомого нам всем мишки – евразийского бурого медведя или медведя обыкновенного. На сегодняшний день это наиболее распространенный подвид. Евразийский бурый медведь занимает огромную территорию, охватывающую почти всю северную часть материка. Его можно встретить в самых разных природных зонах, от побережья северных морей до южных горных хребтов. Основная часть популяции сосредоточена в бескрайних лесах севера, в таежных массивах. Здесь медведь чувствует себя наиболее свободно, занимая огромные территории, от берегов Балтики через весь Уральский хребет до самой Сибири. Медведи отлично освоили высокогорье. Их тропы проходят по склонам Альп, Пиренеев и Апеннин. Особое место они занимают в Карпатах и на Балканах, где густые леса и скалистые ущелья создают идеальные условия для жизни. На самом севере Европы медведь обживает хвойные леса и прилегающие к ним тундровые участки скандинавского полуострова. Для жизни этому медведю обязательно нужно сочетание густого леса, где можно устроить безопасную берлогу, и открытых пространств, полян или речных долин, где весной и летом много сочного корма. Обыкновенный бурый медведь имеет типичное для вида телосложение с мощной мускулатурой. По величине он занимает промежуточное положение между мелкими южными подвидами и гигантами с Камчатки и Аляски. Вес взрослых самцов обычно варьируется от 200 до 300 килограммов. Самки весят меньше, от 150 до 250. А рекордные особи могут достигать и 400. Мех густой, окрас варьируется от светло-коричневого и желтоватого до темно-бурого, почти черного. Цвет шерсти часто зависит от региона обитания и сезона.
А если смотреть на медведя в профиль, первое, что бросается в глаза, это действительно внушительный холм на его загривке. Но не стоит путать его с жировым горбом верблюда. Для медведя это настоящий узел силы. Плотный пучок мощных мышц, который превращает его передние лапы в два сокрушительных инструмента. Представьте себе живой экскаватор. Горб служит естественным рычагом, позволяя зверю часами вгрызаться в твердую каменистую почву. С его помощью медведь с легкостью выворачивает валуны весом сотни килограммов и разрывает сплетение корней, добираясь до сочных луковиц или скрытых в норах сусликов. Без этой мышечной надстройки такая тяжелая работа была бы просто невозможна. Но мощь нужна не только для земли. Именно этот двигатель на плечах отвечает за взрывное ускорение. Когда огромный хищник решает сорваться с места, мышцы загривка срабатывают как сжатая пружина. В такие моменты косолапый тяжеловес мгновенно превращается в стремительный снаряд, способный обогнать на короткой дистанции кого угодно. В схватке или на охоте один удар такой лапы, подкрепленный инерцией горба, способен перебить хребет крупному оленю. Размер этого узла может многое рассказать о жизни его владельца. Самый острый и заметный горб – визитная карточка североамериканского гризли. Жизнь на открытых пространствах прерий заставляет его копать больше других, превращая загривок в настоящий стальной кулак. Его братья-гиганты кадьяки и камчатские медведи обладают еще более массивными горбами, хотя под их густой роскошной шубой они кажутся более плавными. А вот лесной евразийский медведь выглядит скромнее. В дремучей тайге ему важнее ловкость среди буреломов, чем грубая сила горного землекопа. Плюсом к мощным лапам отнесем мощные невтягивающиеся когти, длиной от 5 до 10 сантиметров. Они также позволяют медведю эффективно копать землю и добывать пищу. Горб, когти – это понятно. Почему косолапый? Медведь действительно обладает характерной походочкой, из-за которой его прозвали косолапым. Медведь – стопоходящее животное. В отличие от собак или кошек, которые опираются только на пальцы, медведь при ходьбе ставит на землю всю стопу целиком, включая пятку, как это делает человек. Именно поэтому их следы иногда так пугающе похожи на человеческие, только гораздо крупнее. А кто не знал, человек к тому же еще и прямоходящий. Но прямохождение – это наш способ передвижения, а стопохождение – лишь его техническая база. Но сегодня о медведях. При ходьбе медведь слегка поворачивает пальцы внутрь, а пятки наружу. Именно это движение создает тот самый эффект косолапости. Иногда медведь передвигается иноходью. Он одновременно переставляет обе лапы сначала с одной стороны тела, а затем с другой. Это заставляет его туловище мерно раскачиваться из стороны в сторону. И такая походка дает медведю ряд важных преимуществ: устойчивость и проходимость. Большая площадь опоры позволяет огромному зверю уверенно ходить по болотам, глубокому снегу или скользким камням, не теряя равновесия. Иноходь помогает сберегать энергию при длительных переходах на большие расстояния. Но косолапость исчезает в тот момент, когда медведю нужно ускориться. На рывке этот гигант способен развить скорость до 50 км в час, что позволяет ему догнать даже очень быстрого зверя. Интересно, что благодаря стопохождению медведь может легко и долго стоять на задних лапах, освобождая передние для драки или осмотра территории, или для сбора плодов. В общем, мастер на все лапы. Что передние, что задние не подведут. Такие лапы позволяют медведю ловко лазать по деревьям и эффективно плавать и уверенно передвигаться по пересеченной местности. Но мы на лапах не остановимся. Переходим к морде. А точнее к носу. Мир медведя – это в первую очередь мир запахов. Его обоняние считается одним из самых совершенных на планете, превосходя возможности лучших ищеек среди собак всем рас. Область носоглотки медведя оснащена миллионами чувствительных рецепторов, которые позволяют ему буквально видеть носом то, что скрыто от глаз. Этот хищник способен учуять запах съестного на расстоянии до 30 километров. Благодаря такому сверхчувствительному радару медведь безошибочно находит пищу по толстым слоям земли или снега, а также заранее узнает о приближении конкурента или человека, даже если их разделяет густой лес. Человек еще не увидел,
а медведь уже учуял. Что касается зрения, то долгое время бытовал миф о плохом зрении косолапого. На самом деле по остроте оно сопоставимо с человеческим, не сокол. Тем не менее, медведь отлично различает формы и движения на дистанции более полукилометра. Главная особенность его глаз – способность видеть мир в цвете. Это редкий дар среди крупных хищников, который помогает ему безошибочно находить спелые ягоды среди зеленой листвы. В сумерках возможности медведя только возрастают. Специальный слой в глазу, тапетум, отражает свет, позволяя зверю уверенно ориентироваться в темноте. Таким образом, сочетание феноменального чутья и качественного цветного зрения превращает медведя в универсального исследователя. Но есть еще и слух. Это его главный инструмент для ориентации в густых зарослях, где зрение часто оказывается бесполезным. Если нос ведет зверя к цели, то уши оберегают его от внезапных опасностей. Медвежьи уши очень подвижны. Зверь может вращать ими независимо друг от друга, точно определяя направление звука. И именно поэтому, когда медведь чем-то заинтересован, он часто замирает и начинает стричь ушами, сканируя пространство вокруг себя. Интересно, что медведи крайне чувствительны к техногенным звукам. Шум мотора, металлический лязг или человеческий голос они распознают издалека и, как правило, стараются заблаговременно покинуть это место. Однако в условиях сильного ветра или шума дождя медведь может проспать приближение человека, что часто становится причиной неожиданных и опасных встреч. Слух играет решающую роль в общении. Медвежата подают матери специфические звуковые сигналы, которые она слышит даже сквозь густой подлесок, безошибочно определяя местонахождение своих подопечных. Есть у медведя и зубы, кто бы сомневался. Всего у взрослого зверя 42 зуба, и каждый выполняет свою роль. Мощные, глубоко сидящие клыки служат для защиты и охоты, позволяют дробить кости и удерживать добычу. Между клыками и малярами есть промежуток, диастема, помогающая медведю ловко манипулировать ветками. И коренные зубы медведя отличаются от зубов других хищников. Они имеют широкую плоскую поверхность. Такие жернова идеально приспособлены для перетирания растительной пищи, орехов и кореньев. Да, дорогие друзья, медведь всеядный. Причем около 75% его рациона составляет растительная пища. Ягоды, орехи, корни, травы, желуди. Остальную часть составляют насекомые, личинки, мелкие грызуны, рыба и копытные, на которых медведь может охотиться, особенно весной после выхода из берлоги. Кстати, о берлоге. Медведи выбирают места для зимовки с учетом безопасности и термоизоляции. Берлоги могут располагаться в выворотах, под вывернутыми корнями упавших деревьев, в естественных пещерах или расщелинах скал, в норах, которые медведь роет самостоятельно в сухих склонах. Дно своего дома Мишка выстилает сухой травой, мхом и ветками хвойных деревьев, что создает дополнительную воздушную прослойку для сохранения тепла. Спать будет долго, комфорт необходим. Зимний сон бурого медведя – это сложный биологический процесс, который позволяет хищнику переживать длительные периоды отсутствия пищи и низких температур. В научной среде этот процесс чаще называют торпором или зимним сном, так как он отличается от глубокой спячки мелких грызунов. Подготовка начинается за несколько месяцев до первых заморозков. В этот период медведь переходит в состояние гиперфагии. Он потребляет до 20 тысяч калорий в день, чтобы сформировать слой подкожного жира толщиной до 15 сантиметров. Этот жир является единственным источником энергии и воды для организма на протяжении следующих 5-7 месяцев. А вот во время зимнего сна организм медведя переходит в режим максимальной экономии ресурсов. Интенсивность обмена веществ снижается на 75%. Пульс замедляется с обычных 40-50 ударов до 80 в минуту. Частота вдохов снижается, иногда между вдохами могут быть паузы до нескольких минут. Когда Мишка спит, он даже в туалет не ходит. Продукты распада белков мочевина перерабатываются организмом обратно в аминокислоты, которые идут на поддержание мышечной массы. В прямой кишке из шерсти, остатков растительной пищи и выделений кишечника формируется плотная масса, так называемая пробка, которая предотвращает попадание инфекций внутрь организма и блокирует работу кишечника на время сна.
В отличие от истинных спячек, температура медведя падает незначительно, с 37 до 31 градуса. Это позволяет животному быстро проснуться в случае опасности. Кстати, именно так появляются медведи-шатуны. Шатун – это медведь, который по какой-либо причине не накопил достаточного количества жира для зимовки или был разбужен во время спячки и не смог заснуть снова. И это одно из самых опасных существ в зимнем лесу. Медведь-шатун кардинально отличается от обычного медведя в активный период. Из-за постоянного чувства голода и истощения у шатуна притупляется чувство страха. Он рассматривает любой движущийся объект как потенциальную добычу. Голод не тетка. В поисках еды шатуны часто выходят к человеческому жилью, нападают на домашний скот и заходят в населенные пункты. Зверь выглядит истощенным, у него свалявшаяся шерсть и неуверенная походка. Однако он сохраняет огромную силу и способен на стремительный бросок. И, к сожалению, для медведя состояние шатуна почти всегда означает смертный приговор. А кого не побеспокоили, те спят до весны. А иной раз в берлоге под защитой надежных сводов ледяное дыхание зимы уступает место материнскому теплу. В январе или феврале, находясь в состоянии полусна, медведица рожает от 1 до 3 медвежат. Они появляются на свет весом около 500 грамм, слепыми и почти лишенными шерсти. Мать поддерживает их жизнедеятельность, кормя молоком, которое вырабатывается исключительно за счет ее жировых запасов до весны. А весна – время пробуждения. Пора вставать. Когда солнце начинает подтапливать снега, медведи покидают свои берлоги. В это время они истощены и ищут любую возможность подкрепиться. От первой сочной зелени и кореньев до падали, оставшиеся после зимы. А выход медведицы с медвежатами из берлоги – один из самых трогательных, в то же время напряженных моментов в жизни весеннего леса. Обычно это происходит в марте или апреле, когда солнце начинает прогревать южные склоны. Медведица, не евшая более полугода, первой проламывает снежный наст и осторожно выходит наружу. За ней, щурясь от непривычного яркого света, семенят медвежата. К этому моменту им около 3 месяцев. Если в берлоге они были размером с рукавичку, то теперь это уже пушистые активные медвежата, весом от 3 до 5 килограммов. Первые недели после выхода самые сложные. Медведица сильно истощена, она потеряла до 40% своего веса, но ее главная задача – найти безопасное место и первую скудную пищу. В это время она кормит детенышей молоком, которое по жирности превосходит сливки, обеспечивая малышам стремительный рост. Медвежата в этот период чрезвычайно любопытны и игривы. Они учатся карабкаться по деревьям. Это их главный способ спасения от опасности. При малейшем тревожном сигнале матери, уханье или резком рыке, малыши должны мгновенно взлететь на ближайшую сосну или ель. Кстати, медведица часто выбирает место на крутом склоне, не только для тепла, но и для того, чтобы весенние талые воды не залили берлогу, а медвежата могли тренировать свои мышцы на подъемах и спусках с первых дней жизни. Весной материнский инстинкт полностью меняет характер медведицы. В этот период она становится предельно сосредоточенной и опасной. Защищая потомство, самка действует гораздо решительнее любого крупного самца. Парадокс в том, что главную угрозу для медвежат представляют не волки или другие лесные хищники, а взрослые медведи-самцы, которые могут убить малышей. Чтобы не допустить роковой встречи, она уводит детенышей подальше от открытых полян и богатых кормом мест, где обычно собираются сородичи. Вместо этого семья держится в самых глухих и труднопроходимых лесных дебрях, где легче оставаться незамеченными и спрятаться в случае опасности. Весенние уроки выживания включают в себя поиск первых проталин с прошлогодней ягодой, раскопку муравейников и поиск личинок под корой. Медвежата внимательно следят за каждым движением матери, копируя ее походку и манеру переворачивать камни. Этот период тесной связи продлится 2, а иногда и 3 года, пока они не станут достаточно сильными для самостоятельной жизни. Так наступает лето.
Лето для медведей – это время пиршества. Медведи, что касается еды, истинные оппортунисты. Они извлекают выгоду из любой сложившейся ситуации. Хотя их и считают хищниками, большая часть их рациона состоит из растительной пищи. Это ягоды, орехи, травы и насекомые. Медведь не будет ждать оленя, если под лапами есть поле спелой черники или муравейник. Подавай на стол. Он ест то, что доступно здесь и сейчас. И хорошо бы колоду бы меда. Меда бы колоду. Мишки очень любят мед. Связь медведя с медом отражена в самом его имени. Медведь. Тот, кто ведает или знает, где спрятано лакомство. Да к тому же мед является мощнейшим концентратом энергии. Для косолапого пчелиные соты – это самый желанный деликатес в лесу. Ради заветного лакомства медведь готов на настоящие подвиги. Его не останавливает ни высота деревьев, ни яростные атаки пчел. Благодаря мощным когтям и невероятной силе он легко разламывает трухлявые стволы или расширяет дупла, добираясь до самого сердца пчелиного улья. Густой мех и толстая кожа служат медведю надежной броней, защищая от укусов. Но пчелы пытаются жалить его в самые чувствительные места, в нос и губы, но азарт оказывается сильнее боли. Медведь, правда, поедает все целиком. И ароматный мед, и воск, и питательные личинки пчел, которые служат ценным источником белка. После такого пира сладкоежка часто отправляется к ближайшему водоему, чтобы охладить места укусов и подумать, какие пчелы все-таки неправильные, и делиться таким правильным медом не хотят. А в определенных районах, например на Камчатке, правда это уже камчатские бурые медведи, они еще и отменные рыбаки. В это время наступает ключевой момент года – ход лосося. В этот период сотни медведей собираются у рек, демонстрируя поразительное мастерство рыбалки. А когда еды вдоволь, можно подумать и о потомстве. Брачный сезон у бурых медведей, часто называемый медвежьими свадьбами, приходится на период с середины мая по начало июля. В это время обычно одиночные животные начинают искать встречи друг с другом, подчиняясь зову инстинкта, продолжения рода. Все начинается с того, что крупные самцы покидают свои привычные участки и отправляются в длительные путешествия, ориентируясь на запахи. Они оставляют на деревьях визитные карточки, встают на задние лапы, обдирают кору когтями и трутся о стволы спиной и затылком, оставляя пахучие метки. Это позволяет самкам узнать о присутствии претендента, а другим самцам оценить размеры конкурента. Когда пути двоих пересекаются, начинается период ухаживания, который может длиться от нескольких дней до нескольких недель. В это время пара держится вместе, играет и охотится бок о бок, что совершенно не характерно для их обычного образа жизни. Однако за право находиться рядом с самочкой часто разгораются жестокие сражения. Если на одну территорию претендуют несколько самцов, они вступают в демонстративные поединки, встают во весь рост, издают оглушительный рев и пускают в ход мощные лапы и челюсти. Такие бои нередко заканчиваются серьезными ранами, а шрамы на мордах старых медведей остаются свидетельствами прошлых брачных сезонов. Одной из самых поразительных особенностей биологии бурого медведя является латентная стадия беременности или эмбриональная диапауза. Несмотря на то, что спаривание происходит в начале лета, развитие эмбриона не начинается сразу. Оплодотворенная яйцеклетка замирает и свободно перемещается в матке в течение нескольких месяцев. Имплантация происходит только в ноябре, когда самка уже готова залечь в берлогу. Если медведица не успела накопить достаточное количество жира за осень, организм может просто отменить беременность, рассосав эмбрионы, чтобы спасти жизнь медведицы, и она спокойно перезимует очередную зиму. И это была история из жизни обыкновенного медведя, евразийского, но у него есть несколько подвидов. Давайте поговорим и о них. Сибирский бурый медведь – это один из самых крупных и внушительных подвидов бурого медведя. Он полноправный хозяин бескрайних просторов Восточной Сибири, Камчатки и побережья Охотского моря. Если евразийский медведь кажется нам крупным, то сибирский подвид выводит понятие мощности на новый уровень. Одной из главных отличительных черт сибиряка является его череп.
Он гораздо шире и массивнее, чем у европейских сородичей. Это придает морде медведя характерный тяжелый, суровый вид. Взрослые самцы могут весить от 400 до 500 килограммов, а в особо благоприятные годы на Камчатке встречаются особи весом более 600 килограммов. Мех этого медведя длинный, густой и очень мягкий. Окрас обычно темный, от глубокого коричневого до почти черного. Это помогает животному аккумулировать солнечное тепло в условиях холодного климата. Медведи, обитающие в глубине материка, больше полагаются на кедровые орехи, ягоды и корни. Сибирский кедр, сосна сибирская, является для них важнейшим источником жиров перед долгой зимой. Несмотря на свои габариты, сибирский медведь – отличный пловец и неутомимый ходок, способный преодолевать десятки километров по горным хребтам и болотистой тайге. Те медведи, что живут ближе к океану – истинные баловни судьбы. Основу их рациона составляет лосось, идущий на нерест. И именно белковая диета позволяет им достигать колоссальных размеров. Таковыми являются камчатские медведи, один из подвидов бурого. Рыбалкой камчатские медведи заняты с августа по январь. Вы скажете, а как же спячка? А камчатские медведи ответят: в берлоге мы видали эту вашу спячку, ведь есть рыба. Естественно, подавляющее большинство все равно дрыхнет в берлоге, но зимний сон длится у камчатских медведей 2-3 месяца, в 2 раза меньше, чем у мишек из других регионов. А некоторые самцы, как истинные любители рыбалки, и вовсе ходят на рыбалку до последнего лосося, пока всю рыбу не выловят. Сибирский бурый медведь ведет себя иначе, чем, например, его североамериканский родственник гризли. Этот таежный великан считается менее агрессивным по отношению к людям и обычно старается заранее уйти с дороги, избегая лишнего шума. Он предпочитает оставаться невидимым хозяином леса, не вступая в открытые конфликты без веской причины. Однако миролюбие этого зверя обманчиво. Огромная физическая сила превращает любую случайную встречу в зоне его личного пространства в крайне опасную ситуацию. И несмотря на внешнее спокойствие, медведь остается непредсказуемым хищником с молниеносной реакцией. Лишний раз при встрече его точно не погладишь, и пытаться делать это определенно не стоит. За долю секунды осторожный лесной житель может превратиться в сокрушительную стихию. И раз про гризли, давайте поговорим и о гризли. Это, пожалуй, самый знаменитый, овеянный легендами подвид бурого медведя, ставший живым символом дикой природы Северной Америки. Свое название он получил благодаря седому или изморозевому по-английски гризлет окрасу шерсти, а не от того, что он кого-то грыз. Кончики волос у него часто светлые, и это придает шкуре серебристый оттенок. В отличие от своих европейских или сибирских сородичей, гризли веками эволюционировал в условиях открытых ландшафтов, прерий и высокогорий. Гризли – это медведь внутренних районов материка, поэтому его рацион часто более разнообразен и сложен, чем у прибрежных медведей. Хотя легенды и рисуют гризли беспощадным охотником, большую часть времени он проводит за довольно мирными занятиями – выкапыванием луковиц растений, сбором ягод и поиском личинок. Хотя он способен успешно охотиться и на крупных копытных, таких как лось или олени-карибу, особенно весной. Те же популяции, что имеют доступ к рекам, принимают участие в грандиозном пиршестве во время нереста лосося, накапливая жир для долгой зимовки в условиях суровых скалистых гор. В массовой культуре за гризли закрепилась репутация крайне агрессивного зверя. Доля правды в этом есть. Из-за того, что гризли исторически жили на открытых пространствах, где негде спрятаться, их естественной реакцией на угрозу стало нападение, а не бегство. Особенно это касается медведиц, защищающих потомство. Помимо гризли, есть еще и пизли или гралар. Это уникальный гибрид, возникший на стыке двух миров – арктических льдов и северных лесов. Его появление стало результатом климатических изменений. Белые медведи все чаще выходят на берег, а гризли продвигаются вглубь тундры. Встречаясь на обширных территориях, эти виды дают жизнеспособное потомство. Внешне пизли напоминает обоих родителей. Его густая шерсть имеет необычный оттенок,
кофе с молоком или кремовый окрас. От гризли ему достался характерный мышечный горб и длинные когти, а от полярного предка вытянутая морда и лапы. Этот медведь обладает сложным характером и высокой агрессивностью, и в отличие от многих гибридов, пизли способны размножаться, что позволяет ученым говорить о возможной эволюции нового вида, приспособленного к жизни в теплеющей Арктике. А это кадьяк. Кадьякский бурый, аляскинский бурый, или как его еще называют местные такукаак, крупнейший признанный подвид бурого медведя. По подсчетам ученых, средний вес кадьяков колеблется от 300 до 600 килограммов, в зависимости от времени года, пола и состояния здоровья. Самый крупный дикий медведь весил 751 килограмм. А в зоопарке на всем готовом вес одного матерого самца так вообще за тонну перевалил. Речь идет о знаменитом медведе по кличке Клайд, который жил в зоопарке Дакота, США. Клайд принадлежал именно к подвиду кадьяк. В условиях зоопарка, где еда была в изобилии, а двигаться приходилось гораздо меньше, чем на воле, он набрал феноменальную массу. На момент смерти в июне 1987 года в возрасте 22 лет он весил 966 килограммов. Однако директор зоопарка Терри Линкольн утверждал, что годом ранее Клайд весил почти 1090 килограммов. На сегодняшний день популяция кадьяков насчитывает более 3000 особей. Они охраняются законом и в целом не испытывают трудностей с вымиранием, браконьерами и потерей среды обитания. Однако этим мишкам грозят различные болезни и паразиты с большой земли. Все-таки 10 тысяч лет изолированной эволюции дают о себе знать. А мы отправляемся на Дальний Восток, где живет уссурийский бурый медведь или японский бурый медведь. Один из самых мощных и внушительных представителей своего вида. Этот подвид обитает в уникальном регионе, где суровая сибирская тайга встречается с муссонными лесами Дальнего Востока, охватывая Приморье, Сахалин, северо-восточный Китай и японский остров Хоккайдо. Внешне уссурийский медведь значительно отличается от своих европейских собратьев. Его часто называют черным медведем из-за очень темного, иногда абсолютно угольного окраса шерсти, который придает ему сходство с гималайским медведем, но в гораздо более массивном масштабе. Это один из крупнейших подвидов. Взрослые самцы в Приморье и на Сахалине могут весить до 500 килограммов, а отдельные гиганты до 600. У него более вытянутая морда и широкий лоб по сравнению с другими подвидами. Лапы вооружены массивными когтями, идеально подходящими как для рытья корней, так и для охоты. Зимняя шуба уссурийца длинная и очень густая, что позволяет ему переносить экстремальные морозы Дальнего Востока. А мы за мишками отправляемся в горы. Оказывается, и в горах они живут. Тяньшанский бурый медведь. Один из самых редких и древних подвидов бурого медведя. Это животное приспособилось к жизни в экстремальных условиях высокогорья, где воздух разрежен, а климат суров. Этот медведь выделяется среди своих сородичей прежде всего уникальным цветом меха. Его шерсть имеет песочный, рыжевато-коричневый или палевый оттенок. Главная отличительная черта – длинные прочные когти светлого, почти белого цвета. Они служат идеальным инструментом для рытья твердой каменистой почвы и поисках корней в горах. Длина тела обычно составляет до 2 метров, а вес редко превышает 250 килограммов, что связано с ограниченными пищевыми ресурсами высокогорья. Основу рациона составляют альпийские травы, корни, луковицы растений и фрукты. Медведь также охотится на сурков, пищух и иногда на домашний скот, овец или коз, если те забредают в мишкины владения. Из-за суровых условий спячка у гималайского медведя начинается рано, в октябре, и может длиться до мая. Свои берлоги они устраивают в естественных пещерах или расщелинах скал. Это крайне скрытные животные. В отличие от гризли или евразийских медведей, они стараются максимально избегать любых контактов с человеком и правильно делают, уходя в самые труднодоступные районы. Еще один очень редкий подвид – это тибетский бурый медведь. Из-за своей скрытности и обитания в труднодоступных районах тибетского плато он долгое время оставался загадкой для науки.
Главная визуальная черта тибетского медведя – широкий светлый воротник или шаль, которая проходит через плечи, шею и грудь. Этот контрастный рисунок делает его легко узнаваемым среди других медведей. Его морда более светлая, чем туловище, а уши покрыты очень длинной и густой шерстью. Это придает голове характерную округлую форму. И это медведь среднего размера. Он крупнее гималайского, но значительно меньше сибирского или гризли. Тибетский медведь обитает на огромных высотах от 4,5 до 6 тысяч метров над уровнем моря, где растительности крайне мало. Основу его рациона составляют помимо растений черногубы и пищухи, сеноставки, мелкие млекопитающие, напоминающие кроликов без хвоста, только чуть поменьше, за что был прозван медведем-пищухоедом. Он тратит огромное количество времени, буквально перекапывая каменистую почву Тибета, чтобы достать их из норок. Эта зависимость от одного вида добычи делает медведя очень уязвимым. Исчезновение пищух, например, из-за деятельности человека, может привести к вымиранию самого хищника. Есть даже подвид, обитающий в пустынях. Это гобийский бурый медведь или по-монгольски мазаалай. Животное поистине уникальное в своей экосистеме. Точно неизвестно, когда, зачем и почему мишки променяли более-менее комфортную среду обитания на скитание по бескрайним диким барханам. Но факт остается фактом. Сегодня встретить косолапых можно только на юго-западе Монголии, в пустыне Гоби. Нынешняя популяция зверей фрагментирована и сосредоточена на 3 небольших участках с несколькими оазисами на каждом. Это место суровое из-за резко континентального климата и скалисто-песчаного ландшафта. Зимой температура окружающей среды в пустыне падает до минус 40, а летом воздух прогревается до плюс 45. А еще погода тут меняется очень резко. Разбег суточной амплитуды иногда достигает 35 градусов. В таких экстремальных условиях большой песочницы даже мелким зверушкам трудно выжить, а тут целый мишка. Да и им тут непросто. По сравнению с другими подвидами, уникальные гобийские мазаалаи намного меньше. Так, европейские бурые медведи обычно набирают по 350 килограммов живой массы, а средние показатели наших героев всего каких-то 120. И выживают они в пустыне буквально на грани своих возможностей. Согласно исследованиям китайских биологов, по состоянию на 2022 год в Гоби живет всего 51 медведь. Неравномерное соотношение самцов и самок вкупе с низким генетическим разнообразием и высокой степенью инбридинга сильно замедляют процесс размножения популяции. Да и сами звери плодиться не торопятся. Для восстановления популяции гобийских мишек создали фонды и организации по защите и охране. На самих мазаалаев уже давно нельзя охотиться, а большая часть всего нынешнего ареала косолапых считается особо охраняемой территорией. А есть подвид бурого мишки, который забрался дальше всех на юг. На южных склонах, ближе к границам с Турцией и Ираном, живет сирийский бурый медведь. Самый миниатюрный и светло окрашенный представитель своего вида. Сирийский подвид разительно отличается от массивных северных собратьев. И как и гобийский, он небольшой. Его внешность адаптирована к жизни в условиях жаркого климата и скудной растительности. Мех этого медведя имеет очень светлый, палевый или соломенный оттенок, а вес взрослых особей редко превышает 150 килограммов, а в длину они достигают всего 1,5 метра. Небольшой размер позволяет им легче переносить жару и обходиться меньшим количеством калорий. А на южных склонах Кавказского хребта они пересекаются с другим подвидом – кавказским бурым медведем. Кавказские медведи – настоящие альпинисты. В отличие от медведей равнинной тайги, они ведут вертикальный образ жизни. Они не сидят на месте, а постоянно перемещаются по вертикали. Весной, как только начинает таять снег, медведи выходят на альпийские луга отведать первую сочную зелень. К лету они спускаются в лесной пояс, а осенью пируют в дубовых и каштановых рощах. В условиях Кавказа медведи часто устраивают берлоги в пещерах или глубоких расщелинах скал, что гораздо надежнее в условиях горного рельефа, чем просто ямка под корнями дерева. И кавказские медведи считаются менее агрессивными по отношению к человеку, чем сибирские или гризли. И, наконец, апеннинский бурый медведь, также называемый марсиканским.
Это один из самых редких и находящихся под угрозой исчезновения подвидов бурого медведя в мире. Он обитает исключительно в центральной части Италии, в самом сердце Апеннинских гор, в основном на территории национального парка Абруццо, Лацио и Молизе. Марсиканский медведь на протяжении тысяч лет жил в изоляции от своих сородичей из Альп и остальной Европы, что наложило отпечаток на его внешность и характер. Этот медведь среднего размера, он крупнее сирийского, но мельче евразийского. Самцы весят в среднем до 200 кг, а самки меньше, около 150. Но в общем ситуация с популяцией медведя в 2026 году остается критической. По оценкам ученых, в дикой природе осталось всего от 50 до 60 особей. И такая маленькая группа медведей делает подвид чрезвычайно уязвимым. А наше путешествие по миру бурого медведя завершается. Мы прошли путь от ледяных берегов Аляски, где хозяевами остаются гиганты-кадьяки, до раскаленных гор Сирии и заповедных лесов Италии, заглянув даже в пустыню Гоби. Оказывается, один и тот же вид научился процветать и в арктическом холоде, и на скудных пастбищах Тибета, и в густой уссурийской тайге. Сибирский великан, седой гризли или редкий апеннинский медведь, каждый из них по-своему уникален. К тому же они настоящие помощники природы, перекапывая почву в поисках корма, перенося семена растений и регулируя численность других обитателей леса. Эти звери удерживают тот хрупкий баланс, на котором держится вся экосистема. Но сегодня этот мир становится для них тесным. Там, где веками пролегали медвежьи тропы, теперь шумят скоростные трассы и растут города. Привычные угодья сокращаются, заставляя лесных хозяев искать новые пути выживания в меняющемся мире. А для исчезающих подвидов, таких как гобийский или апеннинский, рождение каждого малыша – это крохотный шанс на спасение всего подвида. Это победа жизни в борьбе за сохранение целой ветви эволюции, которая может оборваться в любой момент. Но пока в берлогах под корнями вековых кедров рождаются медвежата, а на горных склонах видны их мощные следы, у нас остается надежда сберечь этот мир настоящим и свободным. Хотя эта свобода сегодня во многом подчинена воле человека, как и вся их дальнейшая судьба. В конечном итоге будущее медведя – это отражение нашей готовности делить планету с теми, кто был здесь задолго до нас. Сохраняя их дом, мы, по сути, сохраняем первозданную силу самой Земли. И остается надеяться, что эти великие звери будут и дальше веками править в лесах, горах и пустынях, оставаясь живым символом нетронутой природы. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.